Самый секретный военный проект России. Когда кто-то совершенствует свой щит, другой будет совершенствовать свой меч. Владение этим оружием – это огромная ответственность. Все вниз! Погружаемся! Это современная, высокотехнологичная боевая машина. Сложнее подводного корабля техники не придумано. Даже один корабль может сработать так, что, в общем, все будет решено. 2, 1, 0. Вот такая его боевая мощь. Ясень. Это вообще шедевр с точки зрения подводного кораблестроения. Кто создает самый мощный атомный подводный флот в мире? Люди, работающие на Севмаше, это уникальная вообще порода людей. Здесь другие просто у нас не приживаются. Как построить субмарину 4-го поколения? В данном цехе зарождается жизнь подводного флота России. Как ребенка учим ходить, запускаем по очереди все системы, отрабатываем все механизмы, чтобы все работало как часы. Я говорю, элемент быстрого погружения атомной подводной лодки. Впервые закрытое военное предприятие страны. Это гордость Родины. Мы способны создавать чудо-технику. Авачинский залив, Камчатка. Атомный подводный крейсер стратегического назначения 4-го поколения Александр Невский готовится к выходу на боевое дежурство. Налево! Равняйсь! Смирно! Равнение лево! Финальные проверки всех систем завершены. Товарищ командир, экипаж одного подводного крейсера Александр Невский на подрыв флага построен. Старший помощник командира капитан Труг Артем. Здравствуйте, товарищи подводники! Флаг! Юсь! Поднять! О том, где будет находиться Александр Невский, знает только 5 человек на Земле. В походе моряки-подводники могут провести до 2,5 месяцев. На глубине более 400 метров. Экипаж свыше 100 человек. Эта подлодка может плавать автономно 30 лет, работая только на энергии атомного реактора. Как устроены атомоходы 4-го поколения? И почему военно-морской флот России лучший в мире? Впервые создатели проектов «Ясень» и «Борей» приоткрывают секреты строительства самых загадочных атомных подводных лодок. Лодка «Борей» — это стратегическая лодка. Это лодка, которая обладает возможностью нанесения из акватории любого океана или моря удара по агрессору. Это одна из мощнейших основ триады стратегических ядерных сил. Лодка «Ясень» — это многоцелевая лодка, оснащенная крылатыми ракетами. И то, и другое является основной мощью нашего военно-морского флота и в целом, в принципе, надо сказать, всех вооруженных сил России. Длина подводных лодок 4-го поколения от 140 до 170 метров. Если представляете футбольное поле, так вот практически 1,5 размера футбольных поля, это ее габариты. Представьте себе, вот 2 пятиэтажных дома, которые мы составили рядом, двигаются по скоростью 60 км в час. Плюс к этому вот эти 2 здания, они должны перемещаться и по горизонтали, и по вертикали. Атомная подводная лодка состоит из 2 корпусов. Снаружи легкий, внутри прочный. В прочном корпусе находятся экипаж, оборудование и оружие. Здесь мы с вами находимся между прочным и легким корпусом подводной лодки. Легкий корпус находится над нами сейчас, а прочный корпус у нас под ногами. Все пространство, в котором мы сейчас находимся, заполняется водой. Вы можете видеть ЦГБ, цистерны, которые предназначены для погружения и всплытия подводной лодки. Также здесь между прочным и легким корпусом находятся швартовые концы, кабели питания.
Прочный корпус сделан из стали уникального сплава. Это специальная морская броня, я считаю, она лучшая в мире. При слове «броня» мы, наверное, в первую очередь воспринимаем броня это у танков. Да? Так вот, первая конструкционная сталь для прочного корпуса первой атомной подводной лодки, она создавалась институтом, который вообще-то назывался Институт танковой брони когда-то. И был создан для танков вот того же самого Т-34. Металл для строительства лодок используется только российский. Из Ижевска, Челябинска, Волгограда и Череповца сталь поступает на промзону завода «Севмаш». Строительство любого корабля начинается со склада стали. И вот этот металл, который мы здесь видим, он идет на производство наших изделий. Здесь разные толщины, ну, грубо по тоннажу на 1,5 лодки точно хватит. Порядка 26 тысяч тонн. В данном цехе зарождается жизнь подводного флота России. Сейчас вы видите металлопрокат, который прошел уже предварительную обработку. Он уже выправлен предварительно, очищен и огрунтован. В этом цехе подготавливают все детали подлодки, от кабельных подвесок до гигантских элементов прочного корпуса. После предварительной обработки металла листы поступают на машины тепловой резки. Тонкий металл для легкого корпуса режется в водно-инжекционной установке. Это уникальный процесс. Лист погружается в воду для того, чтобы во время резки он не деформировался. Владимир Соколов – механик цеха. Его задача – следить за исправностью оборудования. Ну, как работает машина? Есть нарекания? Нареканий нет, отрабатываем программы. Машина исправна. Прочный корпус сделан из толстой маломагнитной стали. Придать форму такому металлу возможно только при высоких температурах. Металл нагревается порядка 900 градусов. После этого становится мягкий, что гораздо проще будет на прессе придать нужную форму. Детали большие, нужна высокая точность. Отклонение на данной детали 8 миллиметров. На Александре Невском прозвучал сигнал тревоги. Пожар в 5-м отсеке, горит трансформатор системы микроклимата по шахте номер 15. Личного состава включится ПДА, загерметизировать отсек. Герметизирована круговая переборка между 5-м и 6-м отсеком. Учения на лодке происходят несколько раз в день. Обесточить трансформатор по шахте номер 15. Приготовить огнетушитель ОБМ-8 к использованию системы ОБМ. Центральный 5-му. В 5-м отсеке выполнено первичное мероприятие по БСЖ в аварийном отсеке при пожаре. Мы ежедневно проводим тренировки, чтобы подводник в критической ситуации действовал уверенно, четко, так, как он уже это работал. Ракетоносец Александр Невский проекта «Борей» – корабль стратегического назначения, предназначен для нанесения ядерных ударов. На этом корабле от серии «Борей» установлена новая ракетная техника, известная под названием «Булава». Эти ракеты являются достойным ответом на любую ПРО, где бы она ни находилась, в каком бы океане не пытались нас обложить, «Борей» прорвут эту оборону. По мощности одна ракета «Булава» почти в 100 раз превосходит бомбу «Малыш», которую сбросили на Хиросиму. Достаточно нескольких ракет, чтобы стереть с лица Земли целый континент. Даже один корабль может сработать так, что в общем, все будет решено. Даже один. Вот такая его боевая мощь. Наше надежное, безотказное оружие сработает ровно в тот момент, когда это нужно будет сделать. И в этом смысле для нас принципиально важно, чтобы мы были уверены в своих машинах и механизмах, которые собирают
Это гарант мира для всего человечества. Это оружие одного выстрела. Зная, что есть у нас такое оружие, никто даже и подумать не сможет, чтобы как напасть на нас. Дальность ракеты «Булава» 8000 километров. Мы делаем оружие, которое на мягких лапах подходит к вражеским берегам и наносит оттуда решающий удар. Вот за стенкой вот этой ракетной шахты у нас находится булава. Если она попадет в назначенную цель, то мало никому не покажется. Подлодка «Ясень» — это первый многоцелевой корабль. Этот корабль может применяться как для решения задач ударов по береговым целям, по противолодочной обороне, так и для решения задач по борьбе с соединениями надводных кораблей. Если задача Борея максимально незаметно достичь заданного квадрата в Мировом океане и нанести ядерный удар, то «Ясень» — это, по сути, истребитель. Ясень — это вообще шедевр с точки зрения подводного кораблестроения. Подводные крейсеры 4-го поколения способны погружаться на глубину свыше 400 метров. При этом давление, которое испытывает корпус, более 400 килограммов на каждый квадратный сантиметр. На такой глубине металлическая канистра для воды расплющивается в лепешку. Когда лодка погружается в море, начинается потрескивание, значит, и это слышно, как лодку сдавливает. Вот, поэтому надежность сварных швов должна быть наивысшей. Часть швов прочного корпуса варится вручную. Это полуавтомат. Ну, у нас у сварщиков называемый балалайка. Это обычная горелка газовая. Саша Григоров, самый молодой сварщик Севмаша. Я вошел в десятку лучших сварщиков в России. У меня дед был сварщиком. И вот, и как бы, что я часто смотрел, чем он занимается, и как бы мне очень было интересно. Каждый шов сварщик проходит по нескольку раз. Чтобы сварить одну секцию, требуются месяцы кропотливой работы. Все сварные соединения тщательно проверяют. Ведь от их прочности зависит жизнь экипажа субмарины. На Севмаше дефекты швов выявляются различными способами. Их более 20. Этот метод механический. Происходит уже утонение образца. Сейчас произойдет разрыв. Вот произошел разрыв. Образец разорвался по основному металлу, что говорит о том, что прочность сварного соединения больше, чем прочность основного металла. То есть сварка у нас качественная. Мы сейчас находимся в камере панорамного гамма-графирования. Она служит для гамма-контроля панорамным способом блок-секций подводных лодок диаметром до 14 метров, высотой до 12 метров. В середину конструкции опускается источник гамма-лучей. Это напоминает привычную рентгеноскопию. После облучения и проявления получаются рентгеновские снимки, на которых видно изображение. После оценки по нормативным документам мы признаем шов годным и негодным. Тот самый сварщик, который аккуратненько кладет шов между двумя частями прочного корпуса, он понимает, чтобы ни трещинка, ни кусочек, ни пылинка, ни капелька воды не проникли в прочный корпус под этим сумасшедшим давлением. Для меня это очень ответственная работа, потому что я понимаю, насколько качественно заварен шов, будет зависеть от жизни всей бригады моряков. Маша Клинова – одна из немногих девушек-сварщиц на Севмаше. Ух, тут достаточно жарко. Моя любимая сварка автоматическая вот эта. Потому что при автоматической сварке меньше выделяется вредных веществ. Сварка получается быстрее. Я очень часто замечал, что женщины иногда варят намного лучше, чем мужчины.
в силу вот природной аккуратности. Очень часто они просто идеально варят. Запись о каждом шве, сделанном сварщиком, заносится в специальный журнал и хранится в Министерстве обороны в течение всего срока службы подлодки. Длина ракетоносца «Александр Невский» 170 метров, диаметр 13,5 метров. Внутри лодки размещается оружие, система навигации, жизнеобеспечения и еще несколько сотен видов различного оснащения. Подводная лодка состоит из 1 миллиона 300 тысяч узлов, компонентов и агрегатов. Как человеческий организм. У человека есть сосуды, по которым течет кровь, есть сердце, которое бьется. Вот так же и корабль. У него есть системы, которые отвечают за дыхание, за движение, за принятие решения. Помимо этого еще оружие. Субмарины 4-го поколения несут в себе в несколько раз больше оборудования, чем надводный корабль. Это и атомная энергетика, которая подразумевает совершенно четкие стандарты безопасности. Это и система жизнеобеспечения, которые обязаны нас снабжать свежим воздухом, чистой водой, вкусно готовить еду. Нужно разбираться во всех системах, механизмах. Создаются специальные зачеты. Практический опыт очень большой имеет значение. То есть нужно ходить в моря, нужно знать, что, где и как. Приходится изучать корабль. На это уходят годы. Подлодки «Ясень» и «Борей» разработаны конструкторскими бюро Объединенной судостроительной корпорации. Огромная работа была проведена Косовским бюро и Рубином и Малахитом для того, чтобы создать эти уникальные изделия. И, конечно, в этом плане Российская Федерация не то, что не отстает от Соединенных Штатов Америки, а кое в чем даже превосходит. В Объединенную судостроительную корпорацию входят около 40 предприятий по всей стране. Главным остается одно, чтобы люди, которые работают в корпорации, и на Севмаше, и в проектных бюро, и здесь в главной организации работали как одна команда, работали дружно. Мы формируем огромный вектор движения, без которого все то, что мы задумали, не реализовать, не сделать. Субмарины стратегического назначения проекта «Борей» разработали в конструкторском бюро «Рубин». Корабли класса «Борей» получили то новое качество, которое военно-морской флот и хотел получить. Многоцелевые ударные подлодки «Ясень» проектируются в конструкторском бюро «Малахит». Проект «Ясень», он вобрал в себя все то самое лучшее, что было спроектировано в стенах «Малахита», это то самое лучшее, что явилось результатом научно-исследовательских работ. Конструирование подводной лодки длится несколько лет. Материал, архитектура, расположение оборудования в субмарине должны соответствовать поставленной боевой задаче. Военно-морской флот России оценивает развитие сценариев применения флота, внимательно наблюдает за тем, что происходит у вероятного противника, какие средства создаются там, и, соответственно, заказывает нашей промышленности, нашей науке что-то, что может полностью компенсировать возрастающую угрозу. Уже на этапе проектирования начинаются испытания. На корабле достаточно много мест, куда добраться нормальному человеку достаточно непросто. То есть трудно пройти между оборудованием, между системами, между средствами, между кабелями и системами. Чтобы рассчитать расстояние между оборудованием и разместить его оптимально удобно для подводников, лодку воссоздают в 3D. Например, ответственный конструктор может уже, используя свои ощущения, посмотреть, проходит он под трапом, удобно ему забираться или нет. У него складывается абсолютно такое же впечатление, как будто он уже прошел мимо реального трапа, сделанного из железа, но при этом затрат на его установку нету. Больше всего времени уходит на проектирование и строительство первой главной подлодки из серии. Тяжелее всего строить головной заказ. Он идет очень трудно. Он идет с большим количеством изменений, переделок, ошибок. Тем более, если в этих заказах появляется достаточно большая доля новых разработок, каждый из которых превращается в достаточно серьезную зону риска. Первый «Борей» Юрий Долгорукий создавали почти 20 лет. Возглавлял строительство Николай Симаков. На самом деле корабль строился на Севмаше, испытывался в Белом море. Те результаты, которые были получены на
первой боевой службе, они как раз и подтвердили все правильно заложенных технических решений. Юрий Долгорукий – это головная лодка проекта 955 «Первый Борей». Эта лодка строилась и закладывалась в тяжелейших условиях перестройки. Мы тогда придумали хорошую технологию. Значит, есть корпуса из отдела приостановленных заказов, которые мы не стали строить. И часть этих корпусов можно было использовать при строительстве, допустим, Юрия Долгорукова. Что и было сделано. Из 2 заказов, будем говорить, сделали 1. В процессе создания головной подводной лодки многие конструкторские решения изменяются прямо в цехах. Чтобы зафиксировать их для строительства последующих кораблей, используют 3D-сканер. Например, есть какое-то сложное устройство, и неясно, хорошо ли оно спроектировано. В этом случае мы выполняем проверку на электронном макете. То есть мы берем и на компьютере у себя собираем, так как это делали бы рабочие в цехе. Затем мы проверяем его работоспособность. То, как оно будет работать, только, опять же, виртуально. Комплектующие для атомной подводной лодки от простых винтиков до сложнейших электронных приборов делают почти 2000 предприятий. Этот ракетоносец полностью российский продукт. В стратегических ядерных силах мы не используем иностранные комплектующие ни в электронике, ни в двигателестроении, ни в конструктивные какие-то материалы. Все отечественное исключительно. Предприятие, где строят атомные подводные лодки, это завод «Севмаш» в городе Северодвинске. «Севмаш» – это градообразующее предприятие. Город начинался с завода. На сегодняшний день на предприятии работает чуть больше 25 тысяч человек. «Севмаш» – самое большое предприятие в России. Его площадь почти 300 гектаров, на которых расположено более 100 цехов. Это фактически город в городе. От ТЭЦ до залива – это все территория завода. Ну вот за моей спиной корпусосборочные цеха, где делаются корпуса лодок. Слева от меня это старейший 500-й цех, где как раз и начинались строиться первые корабли и лодки. Рабочий день на заводе начинается в 8 утра. Приветствую. Прессу, нарекания какими-то имеются? Да нет, все работает. Все процессы производства лодки идут параллельно. Пока в одних цехах красят детали секций, Краску намешали? Да. Приступаем к покраске данной секции. в других делают крепежные изделия. Заготовочка под болт. Нам остается сделать резьбу. Этот огромный конвейер работает почти непрерывно. 6 дней в неделю по 2 смены. Управляет строительством подлодки один человек. На языке корабелов его называют ответственным сдатчиком. За заказ 205 князь Олег отвечает Михаил Ползиков. Я должен знать огромный объем конструкторской документации, технологической документации, знать порядок, этапное проведение работ для разработки графиков и прочее. Ползикову 34 года. Он стал самым молодым ответственным сдатчиком подводного корабля. Над одним заказом трудятся несколько тысяч человек. Обязанность Ползикова – контролировать работу цехов и сроки сдачи. Завершить сварку цистерн 161-10, 25 мая. Не надо 5 дней, но ускориться. Это уже последние, крайние сроки. Каждый этап строительства подлодки контролирует и принимает заказчик – Министерство обороны. Капитан второго ранга Дмитрий Максуров осуществлял приемку почти всех лодок 4-го поколения. Мы контролируем процесс создания и отдельные узловые события. Весь цикл строительства подлежит приемке. Сегодня Дмитрий Максуров принимает жилой отсек будущей подводной лодки. В нем расположены каюты, камбуз и медицинские помещения. Все, выполнено в соответствии с чертежом.
с технической документацией. Значит, вот предлагаю перейти непосредственно к приемке. Я прошу предъявить чертеж. Изменения внесены. Все изменения, все литеры, все, значит, откорректировано, все внесено на сегодняшнее число. Для Михаила князь Олег – первая подлодка, за которую он отвечает от момента закладки и до выхода в док. Поначалу даже не мечтал быть ответственным сдатчиком, но постепенно, осваивая один объем работ за другим, я задался такой мыслью, а почему бы и нет? Не боги горшки обжигают. Работа над проектом занимает все время. В редкие выходные Михаилу удается выехать на дачу вместе с большой семьей. Он часто сдерживается на работе, часто командировки во время испытаний. По-своему, по-женски я стараюсь всячески ему помогать. Я хочу, как папа, строить подводные корабли. У нас целая династия, да. Начали путь на Севмаше наши родители. Мы продолжаем. Я надеюсь, что наши дети тоже так же станут корабелами. Северодвинск – город корабелов с населением в 200 тысяч человек. Расположен на берегу Белого моря. Почти в каждой семье 1 или 2 человека работают на заводе «Севмаш». В Севмаш я работаю уже 34-й год пошел. У меня на заводе отец мой работал, а до этого мой дедушка завод строил. Трудовые династии у нас поддерживаются, да, это хорошая традиция. Сотрудники завода умеют и отдыхать. И в будни, и в выходные жизнь в городе кипит. Антон Москин, старший мастер цеха номер 43 и президент байкерского клуба «Северный питон». Я без мотоцикла не могу считать себя даже полноценным человеком. Это как не иметь руки и ноги. То есть я свою жизнь не представляю без мотоцикла. Владимир Соколов, мастер цеха номер 5, заядлый джипер. Мне езда по асфальту абсолютно не нравится. А вот в лесу, в болоте, это уже интереснее. Там является приключение. Токарь Наталья Михеева. Модель. У конструктора Александра Спиридонова своя рок-группа. Мы создаем все условия для того, чтобы наши люди могли не только хорошо работать, но и имели возможность восстановиться и реализоваться и в быту. Движение субмарины под водой похоже на полет. Многотонный корабль может с легкостью менять направление и скорость движения, замирать на глубине и всплывать на поверхность. Есть система стабилизации глубины без хода. Стоим на одном месте, погружаемся без хода. Можем лечь на грунт и всплыть с грунта. Это будет непосредственно моя задача. Это носовые горизонтальные рули. Ими мы управляем по глубине погружения и при всплытии. Между двумя корпусами находятся балластные цистерны. При погружении воздух из них выкачивают и сжимают компрессором в специальные баллоны, а заполняют забортной водой. Для всплытия их продувают сжатым воздухом. Командир КП-5! Есть! Продуть балласт! КП-4-5, продуть балласт! Есть, продуть балласт! Глубина 30 метров, лодка всплывает, дифферент 3 на корм. Носовой сектор чист, всплытие безопасно, товарищ командир, смотрим по радиану, готов к подъему. Помощник командира на перископ. Давление в системе может доходить до 40 атмосфер. Металл, из которого изготовлены цистерны и трубопроводы, должен быть высокопрочным и коррозийно-стойким. Такими качествами обладает титан. Титан при нагреве становится химически очень активным. И сварка возможна только при условии изоляции от газов
атмосферы и других загрязнений. Для того, чтобы варить титан, была создана специальная аргоновая установка. В этой установке варятся конструкции, на которых сварные швы расположены в разных пространственных положениях. Чтобы варить в аргоне, сварщик должен иметь высшую категорию и быть абсолютно здоровым. Спецконтингент у меня, значит, которые с личного их согласия они туда входят, да? По медицинским показателям должны быть допущены. Шлюзование закончено. Можно заходить в камеру. Эти люди рискуют здоровьем. Работа в камере опасна. Аргон непригоден для дыхания. Достаточно 2 вдохов, чтобы потерять сознание. Сегодня в камере немножко тепло, 23 градуса, так что немножко будут трудности. Как давление, ничего? Сколько поставили? Понял. Боевое дежурство Александра Невского продлится почти 3 месяца. О том, в какой точке Мирового океана будет находиться корабль, знает только высший состав командования военно-морского флота. Круг достаточно ограниченный, потому что это все связано с выполнением задач командования вышестоящего. Поэтому всегда все это держится в тайне, в секрете от личного состава. Зачастую конкретно личный состав узнает об этом только в море, куда, для чего и как, чтобы сохранить скрытность. Автономность лодки – это ядерный реактор. Вот за этой водонепроницаемой переборкой находится самая секретная часть военного оборудования – энергетическая установка. Значит, сейчас мы находимся у входа в реакторный отсек, так называемая зона строгого режима. Туда, значит, у нас ограниченное количество личного состава допускается. У каждого человека должны быть специальные дозиметры. При выходе из реакторного отсека производится радиометрический контроль на специальных приборах. Естественно, если сравнивать с первыми поколениями, кораблей защита моряков значительно выше. Естественно, излучение реактора не превышают предельно допустимых норм. На лодке нет запасов воздуха и питьевой воды. Кислород перерабатывается из углекислого газа, а из морской воды получают пресную. Для этого нужно огромное количество электроэнергии. Кислород у нас механизмы вырабатывают, поглощают углекислый газ, вырабатывают кислород. Воду мы тоже, скажем, морскую воду опресняем. Получается у нас пресная вода. Мощность атомного реактора подводных лодок 4-го поколения почти 200 мегаватт. Это у нас получается сердце атомной подводной лодки, ядерный реактор. Значит, здесь у нас вход в реакторный отсек. Мощность ядерного реактора может где-то обеспечить небольшой город электроэнергией. Случаи были такие, и все получалось. В ходе швартовых испытаний механизмы корабля запускаются от береговых источников питания. Все виды электроэнергии, напряжения и частот, все среды, сжатый воздух, высокого давления, низкого давления, пар, все подается с берега. Атомный реактор запускается в последнюю очередь. Берег отключается, и все те же испытания по определенным методикам повторяются уже от собственного источника энергии, от атомного реактора. Капитан 3-го ранга Дмитрий Чернов служит в экипаже ракетоносца Александр Невский с момента выхода лодки из дока. Он отвечает за гидроакустику, способность корабля слышать и видеть противника на расстоянии. Несколько боевых постов, в которых поступают координаты цели, точки эти соединяются, и в наш вектор движения вставляется линия, которая дает мне представление о том, как относительно нас движется цель. И уже докладываю командиру, опасна эта цель, движется она на нас или от нас, и как мы с ней разойдемся. Если она опасная, то я должен доложить командиру, как дальше нам маневрировать с тем, чтобы безопасно разойтись с этой целью. В боевых походах офицер Чернов проводит больше времени, чем дома. Кто там? Привет! Счастье. Как дела? Хорошо все? Семьи моряков живут в городе Вилючинск, который расположен рядом с базой подводных лодок.
Сегодня здесь есть все условия для комфортной жизни. Возводят новое жилье, вводят в строй новые субмарины. Ну, бывало, что сроки у них корректировались пути, которые, конечно же, мы сидим на суше и не знаем, а они не на связи. Кажется, с годами просто привыкаешь к этому. Скажу, что жена у меня понимает всю сложность моей службы. Именно как жена подводника. И всегда дома меня ждет семья и домашний уют. Лодка для подводника – это второй дом, в котором тоже должен быть уют. У нас 3 боевые смены, которые несут вахту по 4 часа. То есть 4 часа непосредственно стоишь на вахте, 4 часа тебе дается для приема пищи, для обслуживания какого-то, для тренировок, занятий и 4 часа отдых, сон. Экипаж подводной лодки 4-го поколения от 90 до 106 человек. Во-первых, замкнутая среда, она очень сильно сплачивает людей. Здесь немножко отношения ближе даже между офицерами, мичманами и контрактниками. То есть здесь зависит жизнь всех людей от одного человека, без разницы, какие у него погоны, матрос, мичман или офицер. Нахождение в замкнутом пространстве в течение долгого времени на глубине более 400 метров – это жесточайшие условия для организма. Много уделяется внимания психологическому состоянию военнослужащих. Всевозможные тесты, психологи работают, целый отдел есть. Вплоть до того, что есть тест на полиграфе проходит. Помимо того, что берутся военнослужащие с техническим образованием на должности, они должны быть еще морально, психологически и здоровы быть. 8 часов в день хватает вполне на сон, тогда не сойдешь с ума, чтобы отдохнуть. Хотя бы 2 выходных в месяц. Но если в походе, то потерпим. На лодке морякам просто необходим комфорт. А сколько человеку положено в сутки питьевой воды? А сколько человеку положено мытьевой воды? А какое должно быть освещение в люксах, да, вот, на рабочей поверхности, для того, чтобы читать, для того, чтобы вести, так сказать, операторские функции какие-то выполнять. Офицерский состав, мичманский, старшинский, проживает в отдельных каютах. Значит, достаточно комфортабельные условия. В каждом каюте есть умывальник, у каждого своя персональная койка, то есть он отдыхает на своем месте, где-то там не дежурная койка. Рабочее место там представлено небольшое, то есть можно посидеть, конспекты пописать, позаниматься по специальности, по своей. Мебель в каютах сделана из специального пластика. Температура горелки 3150 градусов. Вот посмотрите, она даже не горячая. В дизайне продумано все до мелочей. Вот такая мебель у наших подводников. Хочется, чтобы у них было так же уютно, как и дома. Поэтому и делаем все, чтобы было комфортно. На подводной лодке ценится то место, где ты можешь отдохнуть, побыть отдельно от своих товарищей, наверное, вот так. То есть это твоя каюта, где ты можешь там отдохнуть, почитать книгу, там, подумать о семье, скажем так. Также очень ценится сауна, баня. Сауна, где личный состав экипажа может отдохнуть, попариться, потом принять душик, как говорится, почувствовать себя немножечко на берегу, как будто в настоящей деревянной бане деревенской. Самое лучшее место отдыха на подводной лодке. Запасы питания для подводников пополняются во время дежурства всего один раз, перед выходом в море. А так лодка рассчитана на то, чтобы погрузили, задрали верхний рубочный люк и все, и пошли выполнять задачу. Без возвращения, без пополнения запасов. И это провизионные кладовые морозильные. Здесь хранится замороженное мясо, птица, продукты, которые хранятся под воздействием низких температур. Рыба различных сортов, свинина замороженная, говядина, курица. Ну, рацион подводника – это самый максимальный рацион, который только есть в вооруженных силах, который включает в себя большое количество белка, большой объем фруктов, витаминов. Есть
и жарочные шкафы, и плиты. Это мы делаем салат. Салат называется витаминный. Идет как закуска. Сегодня на обед борщ, курица жареная, рис, салат, а также икра красная и фрукты. А на ужин обязательно вино. Суточная норма 100 грамм перед ужином. Красное сухое всегда самое лучшее, чтобы душевно уравновесить, успокоиться немножко. Экипаж подлодки комплектуется только из военнослужащих по контракту. Те офицеры, которые служили на атомных многоцелевых подводных лодках, это особая каста. Это люди, которые заточены на атаку, на поиск. Это люди, которые совершенно преображаются, выходя в море. И когда они получают корабль, который позволяет им реализовать все то, чему их учили, к чему они стремятся, ну, это, я считаю, вообще высшее удовольствие. Море — это, наверное, такое состояние, ну, это не передать, это надо просто увидеть, попробовать. Когда и вода, и ветер, и все это все вместе, это могучая сила, которую очень покорить достаточно интересно. Атомные подводные крейсеры 4-го поколения одновременно могут обнаруживать и различать корабли, торпеды, мины, а также измерять толщину льда. Если говорить, скажем, об акустике лодки, она должна слышать противника, но быть самой неслышимой. Система связи, система управления, система защиты лодки от нападения лодок-охотниц и многое другое. Здесь каждый прибор, он, скажем так, защищен от шума. Здесь сделано очень много уделено внимания для того, чтобы шум не распространялся в водную среду. Каждый элемент перед тем, как попасть на лодку, проходит виброакустические испытания. На экране видно уровни шума, которые соответствуют уровню читального зала библиотеки. Но если мы откроем окно и немножко похлопаем или посвистим, то мы видим, что очень громко. Но как только закрываем окно и перестаем шуметь, то изделие превращается практически в черную дыру. Один из главных факторов, по которому лодка может стать заметной противнику, это шум гребного винта. Я бы все-таки характеризовал бы винт Ясина как произведение искусства. И более того, это произведение искусства, оно прошло испытание, и я сказал бы, что это лучший из гребных винтов, который применялся на отечественных подводных лодках. Для лодок 4-го поколения разработали новую конструкцию винта, форму которого военные тщательно скрывают. Потому что сам по себе винт – это такая математика, которая позволяет добиваться скоростных характеристик при том, чтобы не создавать ни вибрации, ни шум в воде, который лодка очень легко может обнаружить. Подводная лодка делится на отсеки. Каждый из них герметичен и может быть изолирован от других. Такая конструкция необходима для обеспечения безопасности экипажа. Всего отсеков от 8 до 10, в зависимости от типа лодки. В первом сосредоточены торпедные аппараты и гидроакустический комплекс. Непосредственно подо мной находится акустическая антенна, которая позволяет ориентироваться подводной лодке в океане. Она все слышит, она все видит. Еще в одном отсеке расположены вместе центральный пост. Курс цели 250, скорость 10 узлов. Заполнить среднюю. Есть заполнить среднюю. Турбина вперед 80. Есть турбина вперед 80. Есть первый. Жилые помещения, камбус и кладовые. Один из отсеков вмещает в себя часть боевых постов и вспомогательное оборудование. Здесь же расположена всплывающая спасательная камера, рассчитанная на весь экипаж. В ВСК есть на весь экипаж теплая одежда, есть аварийный запас еды, воды, пиротехника для подачи сигналов бедствия. Есть даже удочки для ловли рыбы. В случае гибели подводной лодки всплывающая спасательная камера отстыковывается, всплывает на поверхность, где подводники должны ждать, когда им окажут помощь. Мы находимся в ракетном отсеке.
наша ракета называется «Булава». У нас открывается ракетная крышка, крышка ракетной шахты, и с помощью погрузочных устройств изделие грузится внутрь шахты. В отдельных отсеках находится атомный реактор, турбинная установка и аварийный пост управления подлодкой. Все отсеки строятся отдельно и собираются в одно целое на стапеле. Лодка насыщается механизмами, механизмы увязываются в системы. Специально для сборки подлодок на Севмаше был построен вот этот цех. Самое большое беспролетное здание в Европе. Именно отсюда после финальной сборки лодка уходит в док. Это наша гордость, это наше сердце, это главный стапель. Значит, здесь построены 3 атомных ракетоносца стратегических. Александр Невский, Юрий Долгорукий, Владимир Мономах. И многоцелевой крейсер «Северодвинск». После того, как лодку сварили, снаружи начинается необычный процесс. Ну вот она, одежда для будущего корабля, резина. Эта резина пойдет на наружный корпус заказа. Каждая пластина весом примерно около 80 килограмм. Резина делает лодку невидимой, поглощая сигналы извне и нейтрализуя электромагнитные излучения. Состав противогидроакустического материала засекречен. Поверхность лодки покрывает примерно 80 тысяч резиновых элементов. Как только атомоходы загрузили оборудованием и оружием, команда приступает к швартовым испытаниям. Когда все этапы постройки завершены и техническая готовность корабля достигает примерно 90%, корабль вводится на воду. Док притапливается, а корабль буксирами ставят к стенке. И после этого начинаются испытания корабля. Спуск на воду – это только начало большого пути нового атомохода. Это, конечно, великолепное чувство оставляет, когда первый раз корабль коснулся воды. Это тоже очень трудоемкий процесс. Тоже ответственность, не пропустить, не сделать ошибки. Когда корабль начинает работать с основным оружием, для которого он предназначен, это свой азарт. Но это все укладывается в такое состояние нормальное. Это слово-то не азарт на самом деле. Увлечение. Скорее всего, увлечение и внутреннее понимание, что задача должна быть решена. Первая вывеска, первое кренование, первое погружение лодки. С одной стороны страшно, с другой стороны здорово, когда все получается. Это праздник для экипажа, для корабля. Это очень торжественный момент. Цех, в котором стояла подводная лодка, он очень огромный, такое ощущение, что его построили какие-то титаны. Лодка, она стоит, ее все видно, какой-то огромный механизм. К 2020 году атомный подводный флот России станет еще более высокотехнологичным. То есть эта лодка, она является, собственно говоря, главным борцом за мир. Поэтому хочу сказать, что когда мы сформируем полный состав Бореев и полный состав Ясеней, то мы будем себя намного надежнее ощущать при любых капризах геополитической ситуации. Хотелось бы стать датчиком атомных подводных лодок. Такая мечта, самое главное. Своей профессией я горжусь. Поддержание такого станочного парка в таких объемах не каждому под силу. Это мое место, я нашла себе работу по душе. Не променяю работу сварщика ни на какую другую профессию. Я считаю, это самое выдающееся предприятие в России. Хорошо держимся на плаву, мощные специалисты, хорошее руководство предприятия. Для меня Севмаш – это вся моя практически сознательная жизнь. Это моя гордость. Я считаю, что это является нашим национальным достоянием, которое также помогает нам охранять наши границы и
сохранять наши свободы. Мы отдаем все свои силы, чтобы построить наши корабли. Наши лодки самые надежные, самые лучшие в мире. Нам надо покорять водный космос, идти глубже, дальше. Чувство гордости за то, что мы смогли его построить. Интереснее, чем судостроение, дела в жизни нету, вот для меня. Поэтому для меня Севмаш все. Это моя жизнь, это моя семья, это моя работа. Это невозможно, но мы сделаем. Это про нас.